Так, всем привет! Сегодня у нас на обзоре коробочка звезды Т-26, советский легкий танк образца 1933 года. Артикул, соответственно, 3538. Ну, что можно сказать? Набор, оригинальная разработка звезды, не перепак, но достаточно старый, в принципе. Где-то 97 или 98 год оригинальный был набор. После этого там было достаточно много перевыпусков самой звездой. То есть там обновлялось конкретно этот набор, делались модификации, там двухбашенный, там огнеметный танк. Также некоторые другие производители, зарубежные в том числе, перепаковывали данный набор или какие-то его модификации. То есть набор достаточно старый, заслуженный, собственно, как и сам прототип. То есть Т-26, в принципе, является самым массовым советским танком до начала Второй мировой войны. То есть где-то полностью он доминировал все 30-е годы в советских войсках, в РККА. И, соответственно, на момент начала Великой Отечественной войны был самым массовым, успел поучаствовать во многих конфликтах. То есть, помимо Второй мировой войны, это конфликт на Халкинголе с Японией, Северная война, Финская война очень массово применялся. Успел поучаствовать в Испании в гражданской войне, еще в нескольких конфликтах. Соответственно, сама машина, из интересного можно отметить то, что он практически разрабатывался на базе английского импортного танка, то есть была закуплена партия машин в Англии фирмы Vickers, и, соответственно, на базе изучения какой-то переработки, осмысления их танков был выпущена советская такая модификация, но по силуэту очень похож на английский танк, то есть там, в принципе, зрительно он очень был похож, собственно, как и та же история, как с танками БТ, вот, например, которые на бокс-арте нарисованы, они тоже, в принципе, во многом были заимствованием импортным. Ну, соответственно, у англичан были двухбашенные танки пулеметные. Этот опыт тоже был советской стороной заимствован. Делались двухбашенные модификации и однобашенные модификации с пушкой тоже делались потом. Ну, в общем, все это происходило. Почти там под 10 тысяч штук танков было за все время выпущено. И, соответственно, в историю этот танк ушел где-то как раз к началу Великой Отечественной войны, то есть, в принципе, уже начало войны дало понять, что танк устарел, откровенно не подходит к борьбе с немецкими войсками, но, в принципе, на отдельных участках он еще до 1945 года, в принципе, применялся, так что особо как бы долго говорить нет, танк очень массовый, заслуженный, но я думаю, кому интересно, сами историю посмотрят. Собственно, коробка стандартная, нового образца звезды. Краски на звезду анатомии, нарисована декаль. Видно, что деталек 172, ну, то есть так немного, в принципе, что логично. 13 сантиметров, ну, то есть достаточно маленькая такая моделька. Что у нас в коробке? Значит, коробка стандартная, верхняя загрузка. Комплектация тоже до звезды абсолютно стандартная. Инструкция, предупреждение, пакеты с литниками, в данном случае их два, основной большой и пакетик, как понимаю, относящийся к башне, судя по всему, сделано из-за унификации, так как звезда еще выпускает двухбашенный, там огнеметный, что-то такое еще варианты, поэтому башенку они пакуют в отдельный пакетик, видимо. Ну и, собственно, декалька тоже вот такая вот. Так, ну посмотрим, начиная с инструкции, как обычно. Стандартная звездовская инструкция, вот такая вот. Очень коротенькая справочка, прям для самого массового довоенного советского танка, ну очень коротенькая, буквально тут два предложения. Собственно, 45 пушка. Ну, можно единственное сказать, что это модификация 1933 года, так как выпуск был очень огромный, до 10 тысяч штук, то есть, соответственно, там много модификаций очень делалось этих танков, они обновлялись, и форма башни менялась, и многобашенные машины делались, и огнеметные, и специальные машины, и каких только вариантов не было.
что можно сказать, что этот вариант, ну, где-то серединного начального этапа эксплуатации, то есть у него еще такая вот прямая башня, потом они башни делались коническими, ну, и так далее. То есть, что помимо этого в инструкции? Раскладка литников у нас. Видно, что деталек вроде как немного, хотя когда так вроде на пакеты смотришь, кажется, что и больше, чем их есть. Видно, что сегментные гусеницы тоже, кстати, для 98-го каких-то там лет достаточно необычная вещь, потому что звезда долгое время делала исключительно винил. То есть сегментные гусеницы это, в принципе, достаточно прогрессивно выглядит для того года, конца 90-х. Но, в принципе, потом они практически звезда перешла. К сегодняшнему моменту почти все танки сейчас на сегментных гусянках, так что, можно сказать, это, наверное, своего рода предсеча было, что ли. Что значит еще? Ну и сразу сборка идет, да, новая инструкция перерабатана. Видно, что ванна корпуса сборная. Ну, как бы такое, в принципе, типичная не только для звезды вещь, но для многих других производителей. Ну, конечно, проще, наверное, было бы, если бы была единой. Верхняя часть корпуса зато практически в, ну, скажем так, коробка подбашенная в одну деталь. Это, в принципе, плюс. Тут надмоторный отсек только отдельным дан у нас крышкой. Сразу, значит, говорят, что кое-какие детальки будем подкрашивать, там всякие поддерживающие катки. Тут же у нас сборка тележек идет. Вот уже тоже их предлагают сразу подкрасить. Значит, ну ходовая часть, понятное дело, у нас ни в коем смысле не подразумевается рабочий. То есть, так как у нас сегментные гусянки, соответственно, тележки подвижными тоже смысла особо делать нет. Они просто приклеиваются. Так, соответственно, вот у нас глушитель двигателя тоже предлагают сразу красить. Ну, вот в частности можно сказать, что вот эта часть у нас, это, я так понимаю, воздухозабор двигателя, что-то такое. Сеточка тут сделана обычным пластиком, я так понимаю, никаких даже виниловых, ну, в смысле пластмассовых сеточек тут не дано, то есть исключительно, так понимаю, будет глухая пластмассовая деталь, но мы это еще посмотрим. Звездочки собираются из двух деталей. Вот показано, что часть гусеницы у нас идет, ну, как обычно, собственно, у звезды и сейчас, и раньше было. Охватывающие звездочки набираются из отдельных траков, то есть сегменты, чтобы, собственно, загнуть туда. Вот написано, как это все загибается, остальные все части сегменты. Вот, соответственно, видно, как формируется у нас гусеница. Ну, единственное, что с такой схемой, как бы в чем ее минус, да, как бы она для меня лично находится в промежутке, да, между, по, наверное, адекватности между полными пластиковыми наборками, сегментной и полностью металлическими какими-то наборками или рабочей гусянкой, так как, в принципе, ее собирать быстро, но минус в том, что сразу встает вопрос, как ее красить, да, потому что то есть нужно как-то изловчиться, да, то есть либо собрать ее отдельно, покрасить, потом в каком-то полузасохшем виде уже, так сказать, непосредственно очень быстро это все надо делать, надевать, либо каким-то образом пытаться ее собирать на катках, эту гусеницу, не заклеивать, а потом как-то перед покраской пытаться снять аккуратно и потом опять надеть. Но этот вариант такой дохлый на самом деле, потому что обычно это все приводит к тому, что все ломается в итоге, опять приходится все заклеивать. Ну, короче, геморрой. То есть вот единственный, пожалуй, такой вопросик с покраской встает с этими полунаборками, но в принципе изловчиться можно. Ну, полки идут надгусеничные, вот поддерживающие элементы. Ну, скорее всего, не копийные толщины, конечно. Ну, это кого это интересует, там уже траволом надо заниматься, конечно. По понятным причинам у звезды никакого трава в комплекте нет. И буквально получается в 11, нет, не в 11, у нас еще есть шаги. Да, на последней странице, собственно, у нас уже появляется шансовый инструмент, ящики тут из нескольких деталей, там всякие гудки, маска-пушки, собственно, башня вот собирается у нас из двух половинок крыши. Ну, тут сочленение дано у нас, в принципе, я так понимаю, по местам, где никаких реально шмов не было. То есть тут, скорее всего, надо эти швы придется как-то маскировать, прятать. Значит, собственно, люки, пушка. Пушка в одну деталь, это хорошо, потому что она маленькая, видимо, смогли в одну деталь отлить. То есть тут хотя бы
проблем не будет со швом на пушке. Единственное, с отверстием надо посмотреть, потому что, я так понимаю, одна деталь, то есть не очень понятно, будет ли там отверстие, или надо высверливать. Ну и вариант окраски у нас тут всплывают, то есть, видимо, есть, значит, вариант с поручневой антенной, то есть вот эта штука, это на самом деле антенна пропускалась, но, в принципе, еще как держаться, наверное, можно было. Для советских танков вообще этого периода и этой модели, это, скорее всего, имелось в виду какая-то командирская машина, потому что вообще на советские танки 30-х и даже начала 40-х годов, ну, особенно вот таких устаревших, скажем так, моделей, на 40-е у них часто даже радиостанции не было, там иногда вообще сигналами все подавалось флажками или как-нибудь еще. Так что либо командирский, либо просто рация. Ну, тут шанец. Видно, что есть фары из прозрачного пластика, то есть в двух положениях можно ставить. Да, и вот, собственно, 14 шагов у нас. И переходим к черно-белой схеме окраски. Так, видно, что она дана на два варианта. Соответственно, с радиостанцией, с поручневой антенной. Вот вариант и без. Ну, соответственно, привязка историческая есть. Это у нас на Киевский военный округ на 36-й год. Обычная зеленая окраска, но тут, в принципе, проекции две, то есть это вот, ну, даже три достаточно. В декале тут размещаются вот эта довоенная маркировка, характерная для советских танков, довольно забавная в виде этих полосок. И, соответственно, на 39-й год на Дальневосточный округ, ну, как раз там Халкинглон, по-моему, где-то в этих местах был. Тут двухцветный камуфляж и поручневая антенна. А, нет, ошибся, не два, а три варианта. Есть у нас еще, собственно, на зимний камуфляж, на финскую войну вариант с маркировками. Вот написано, собственно, 40-й год. Белый зимний танк, тоже, кстати, достаточно интересный вариант. Вот, может, единственное, на Испанию на какую-нибудь не хватает еще варианта, было бы забавно, но так как эти танки воевали в гражданской войне в Испании, там они будут довольно забавные раскраски, но по каким-то причинам нет, может быть, по историческому прототипу как не подходит, уж не знаю. Вот это все, что касается инструкции. Так, дальше посмотрим, собственно, пластик. Внезапно, как казалось бы, литников немного, но как-то смотришь, такой плотненький пакет. Кажется, что там больше всего, чем есть на самом деле. Так. Что у нас здесь? Пойдем по порядку, самого крупного. Ну, то есть надо быть внимательным, потому что модель 90-й конец это уже достаточно далекие от нас времена, поэтому пресс-формы, как мы знаем по практике звезды, они могли довольно сильно деградировать. Ну, что вот мы и видим, вот, например, стенки ванны корпуса. Заметны на внутренних частях, достаточно сильные утяжены. Ну, соответственно, к сожалению, на внешних видимых частях, ну, тут не сильно заметно, но кое-что есть. Здесь небольшой след утяженный виден. Можно увидеть. Ну, в принципе, как бы, если учесть, что будет гусеница, катки поддерживающие, может быть, не сильно будет заметно. Так, лицевая часть, да, вот сюда у нас стенки повернуты, все остальные детали повернуты обратно. Ну, кстати, года не проставлены на это, а то было бы сразу понятно. Помимо этого, что у нас, значит, днище корпуса, ну, видно, что оно, кстати, немножко хоть царапанное и в отпечатках пальцев, но детализированное, то есть технологические какие-то лючки даже детализированы. Надгусеничные полки с небольшим количеством облоя уже, но видно, что пресс-формы все-таки не новые. Не новые, то есть под 20-ник лет им больше есть уже. Ну, облой в принципе не критичен, в остальном вроде всяческая клепка видна, так сойдет, я думаю. Значит, подбашенная коробка в одну деталь, ну вроде бы целая, тоже немножко облойчика здесь есть, в остальном вроде как-то утяжен, каких-то пока дефектов я не вижу. Надмоторный отсек вот этот тоже, в принципе, вроде бы неплохо сохранился. Это задняя часть, по-моему, корпуса, да, насколько я помню, тоже на месте. Вот еще что тут из интересного. Ну, детали, значит, там
Глушители, как и было понятно, 2,5, то есть будет шов. А глушитель, ну, за счет этого будет отверстие. Глушители, по крайней мере, высверливать не надо будет. Всяческие детали ящиков, шансы, топоры, вот тут пила, ну, достаточно так условно сделано. Вот лопата у нас тут присутствует. Замки, понятное дело, на пластике, ну, еще несколько мелких деталюшек. Так, ну это самый крупный литник. У нас дальше ходовая, значит, идет два идентичных литника. Достаточно много деталей по ходовой, значит, у нас поддерживающие катки вот в одну деталь. Звездочки в целом, ну, вроде бы не сильно много на них дефектов, то есть мелкие зубчики все отлиты нормально. Детали тележек из достаточно тонкого литья, что пластик аж прям просвечивает. Вот здесь. Ну, кстати, этот литник выглядит даже более получше сохранившимся. Почему-то вот ходовая в целом вроде и облоя нет, утяжен особо нет. Выглядит довольно неплохо. Тут года, кстати, тоже нет. Т-26С написан какой-то. Ну, может быть, какие-то обновленные. У нас-то обычный Т-26. Т-26С я не помню. Это, по-моему, двухбашенный. Но ходовая у них, по-моему, идентична. Насколько я думаю. Вот такой. И второй такой же литник. То есть достаточно много деталек по ходовке. То есть тележки тут надо будет собирать. Также ходовой, также два литника с звездочками. Опять же, ну, видимо, со звездочками тут надо смотреть. Скорее всего, нам нужны какие-то специфические звездочки. Ленивцы, звездочки. Ну, сейчас просто на память уже не понимаю, то ли это неиспользуемые, то ли используемые, то ли это ленивец. Так как, собственно, там были ленивец и звездочка достаточно. Ну нет, скорее это именно звездочки, да, и здесь у нас... Ну, короче, какие-то альтернативные звездочки у нас тут присутствуют. Надо смотреть, что там по инструкции. Ну и, собственно, сегментные гусянки. В принципе, они довольно мелкие, достаточно ажурные. Провис на них какой-то, кстати, даже изображен. То есть уже в 98 году, в принципе, звезда делала на гусянках сегментных, отливала провис. И внезапно тоже литник, ну, литье выглядит довольно таким, как качественным, свеженьким для тех лет. То есть, либо как-то они обслуживали пресс-формы, либо что-то делать. Так, это все у нас по первому литнику, по первому пакету с литниками. И остается, собственно, литник по башне, непосредственно к этой модификации относящийся. Отдельно пакет, я имею в виду. Ну, отдельный литник, да, тоже. Так. Что у нас тут? Ну, собственно, деталек немного. Собственно, та самая башня из двух половин, да, вот что проходит, к сожалению, на том месте, где его придется как-то шпаклевать, маскировать. В двух местах. Ну, башня вроде бы тоже как-то без особых эффектов. Такой шершавая текстура пластика. Краска должна хорошо лечь. В принципе, разве что смотровые приборы вроде как заплыли облойчиком, по-моему, или что-то такое. Ну, в принципе, это не то, что сильно важно. Та самая поручневая антенна и детали от нее. Пушка. Кстати, да, ну, по пушке можно сказать, да, она в одну деталь, но высверливать отверстие в ней придется самому. Так как видно, что, собственно, отверстия там нет. Крыша башни, собственно, люки. Ну и вот, собственно, все. Буквально несколько деталек. Так, и все, что у нас остается по итогу, это маленькая декалька. Соответственно, на 3 варианта она там идет. Ну, печати как бы стандартные для звезды, вроде бы как-то чисто зрительно каких-то смещений проблем не вижу, но она сама довольно-таки куцая. По итогу вот такая небольшая модель самого массового советского довоенного танка, сделана на основе английского Викерса Т-26, 10 тысяч танков, в общем, очень заслуженная, хотя, наверное, мало кто знает эту машину. Такая вот модель, сразу говорю, что почему я не лезу в достоверность, копийность историческую, потому что, в принципе, меня
этим не очень сильно интересуюсь, и заклепки, правильности звездочек, и, не знаю, там каких-нибудь ручек на башне, в принципе, не проверяю. Для меня, в принципе, хватает, что модель похожа. Похоже выглядит достаточно прикольно, так что, в принципе, по мне, так она для 98 года образца звезды выглядит довольно прикольно. И за небольшие деньги вполне достойна покупки. На этом все. Всем пока.